Привет, меня зовут Александр Мирянинов, я инструктор школы экстремального вождения. И сегодня у меня на тесте JAC T9. Многие спрашивают в комментариях, как эта машина ведет себя на бездорожье, как она ведет себя в экстремальных условиях. Вот сегодня мы это как раз и проверим. Я не только проверю эту машину на бездорожье, но и как эксперт поделюсь своим мнением, какие у машины есть плюсы, какие есть недостатки, что я бы на этой машине доработал, а что оставил бы так, как есть с завода. На этой машине стоит штатная шоссейная резина, никаких доработок нет. И я сейчас на заднем приводе проеду по скользкому покрытию. Это грязь, покрытая листьями, это осеннее покрытие. И проверим, как работает имитация блокировки дифференциала. Итак, мы пытаемся тронуться сейчас на заднем приводе. Впереди небольшая горочка и потом бревно. Пробуем ехать на заднем приводе. Вперед! Начинаем. На первоначальном этапе машина начинает ехать, но потом она останавливается. Все-таки незагруженный кузов и шоссейная резина сказываются, и на заднем приводе машина далеко проехать не может. Но тем не менее борется, едет. Ну, это издевательство над машиной, над здравым смыслом, поэтому мы включаем полный привод, не прибегая еще никаким понижайкам, просто полный привод включаем, он подключился, и трогаемся, и спокойно, абсолютно едем, переваливаемся через бревно, даже с минимальной пробуксовкой. Ну, то есть полный привод, конечно, это совсем другое дело. Мы на шоссейных шинах, на скользком покрытии, безбоязненно едем вперед с некоторой пробуксовкой, но у нас работают имитации блокировок. Это, конечно, помогает на бездорожье. Ну и что и следовало ожидать, когда машина не подготовлена для бездорожья, а даже если и подготовлена, на бездорожье надо включать полный привод. На заднем приводе мы нагружаем трансмиссию, нагружаем шины, и ничего хорошего из этого не выйдет. И машина буксует, стоит на месте. Нам дорогу перегородила упавшая береза, чтобы не царапать бампера, мы и через нее бы смогли переехать, но бампера жалко. Мы сейчас поедем и будем из колеи выезжать налево, и у нас при этом будут диагональные вывешивания колес. Посмотрим, как работает имитация блокировок. Сейчас надо будет вот из этой колеи выбраться налево, и есть ощущение, что машина может не захотеть туда ехать. Но мы все-таки в наглую пробуем. Мы в наглую пробуем. И машина забирается. Вывесилось переднее левое колесо, но мы при этом спокойно поехали дальше. Наша задача сейчас проехать по вот этому гребню максимально точно, максимально назад, так скажем. И вот эти желтые и зеленые полосы показывают нашу колею. И они настолько точно показывают, что мы реально едем по вот этому гребню ни сантиметром левее, ни правее. Очень круто сделано. Вот это пятерка прям за эту функцию. Вот тот самый гребень колеи, по которому я очень хотел проехать. И с помощью камер, которые установлены на JAC T9, я спокойно на него заехал, не промахнувшись ни на сантиметр. То, что нужно. Очень часто возникают такие ситуации на бездорожье, когда мы едем без помощников, без каких-то людей, которые смогли бы нам подсказать, куда проехать. И именно в этом случае камеры кругового обзора очень сильно выручают. Они позволяют с высокой точностью проехать по бездорожью, между деревьями, между пней, по гребню колеи, как мы сегодня это сделали. То есть можно воспользоваться камерой, и для этого не нужно людей выгонять на дождь, на снег, чтобы они помогали тебе проехать. Конечно же, профессиональный водитель ориентируется по зеркалам, по боковым и по центральному зеркалу. Но все, что происходит за задним бортом, увидеть через зеркало невозможно. Именно для этого и придуманы камеры. Так же, как невозможно увидеть то, что происходит за правой дверкой сразу внизу. Очень типичная ситуация, когда мы проехали все по лесу, и вот он уже выезд на дорогу, но здесь нам путь преграждает грязь и лесовозная колея. Это реально колея от Урала. И наша задача выяснить, выедем мы здесь или нет. Как я уже понял из предыдущих испытаний, машина позволяет немножечко понаглеть, поэтому мы сейчас, не особо разбирая дорогу, будем выезжать по колее, и даже где-то в одном месте я в эту колею прямо бухнусь и проеду через нее. Машина спокойно едет, полный привод работают имитации блокировок, никаких вообще проблем. Я уже начал себе позволять наглеть в бездорожье, потому что чувствую, что машина едет спокойно.
И, как я ожидал, через колею, даже поперек колеи лесовозной мы проехали, и машина даже не буксанула. Я немного поездил по грязи, и есть некоторые комментарии по поводу вот этой вот агрессивной внешней части машины. Значит, я бы установил у дилера или где-нибудь в другом сервисе сеточку в переднюю решетку, потому что здесь отверстия достаточно большие, и туда залетают, помимо насекомых, куски глины, куски грязи, может быть, какая-нибудь ветка туда залезет, может проткнуть радиатор. Это стоит буквально копейки, а функционал у этой опции будет очень высокий. Дальше, что еще можно заметить? Номер здесь висит таким образом, что его оторвать на бездорожье невозможно, защита ниже номера. Фары, так как они расположены в 3 этажа и идут вниз, то нижние фары, они забрызгиваются, но это неизбежно. На любой машине такое будет. Для этого можно установить опционально на крышу дополнительный свет, если мы ездим исключительно по бездорожью. Пока мы ищем следующую точку для испытания этой машины, мы едем по асфальтовой дороге. И что хочется сказать про асфальтовые качества этой машины. Во-первых, у нее очень удобная посадка, легковая посадка в машине. Это первое. Второе, здесь шикарная обзорность, потому что боковые зеркала, они помимо того, что с электроприводом и с электроподогревом, они еще высоко расположены, и у них огромная площадь. Видно очень много. Ну и центральное зеркало, благодаря тому, что сзади нет кунга, тоже позволяет рассмотреть всю ситуацию позади автомобиля. Это касается езды на скорости, не езды по лесу, где нам помогает камера, а именно когда мы едем по трассе. Легкие водные преграды, это не глубокие, но такие ощутимые лужи. По ним машина проезжает спокойно, мы даже не включаем передний привод, все едем на задке. Ну и, конечно, для машины это не является никаким препятствием. Машина едет и не вздрагивает. Мы нашли шикарное место для того, чтобы проверить геометрическую проходимость этого пикапа. Хода у подвески огромные. Мы видим, как заднее правое колесо, самое нагруженное, спряталось в арку, а переднее правое в это время вывесилось. Ну и с обратной стороны получается обратная история. То есть артикуляция подвески огромная, и сделать так, чтобы машина забуксовала за счет вывешивания колес, сделать достаточно сложно. То есть вот тут такая очень сложная геометрия у поверхности, а мы спокойно заехали. И раз уж мы здесь находимся у задранной машины, я расскажу, что видно снизу. Здесь видно стальную защиту двигателя и коробки передач. Она из толстого слоя металла сделана, и это заводская комплектация. Дальше мы видим поперечину под раздаткой. И видно также стальную защиту бака. То есть бак на бездорожье, на камнях защищен от всяких невзгод различных. То есть камнем ее проткнуть не получится, веткой тем более. Кстати, на перекошенном кузове, то есть машина стоит на 2 колесах по сути, двери очень легко открываются. Понятно, что автомобиль рамный, но рама все равно связана с кузовом через промежуточные опоры. Но кузов жесткий, и никаких проблем с закрыванием дверей не возникает. Теперь я проведу достаточно важный замер. Это ход заднего моста от максимального вывешивания до минимального. То есть с этой стороны у нас от центра диска до края арки 70 сантиметров. А с этой стороны от центра диска до арки 43 сантиметра. Получается ход подвески 27 сантиметров. Но это очень внушительный параметр. То есть передняя и задняя ось при езде по бездорожью будут настолько сильно перекрещиваться, что колеса всегда будут иметь контакт с поверхностью и не будут буксовать. Плюс здесь есть электронная имитация блокировок, что тоже не даст буксовать колесам. То есть машина будет переть как танк. То есть по ходам подвески и по вооруженности на бездорожье, то есть подключаемый полный привод и понижающая передача, эта машина не отличается от других равных внедорожников. Сейчас я попробую забраться в машину, которую сам сюда загнал. Как я уже говорил, дверь открывается легко, просто ее надо удержать на таком свесе. Стекла все с доводчиками. Я сейчас отсюда съеду и заеду в точно такое же, но другое препятствие. Посмотрим, как она будет буксовать. Или не будет. Снимаем с электроручника. Поехали вниз.
Что видно отсюда? Под бампером находится мощная из толстого слоя металла защита, которая сделана как лыжа. То есть в случае заезда на пенечек, на камень, на бездорожье машина не повредит ничего, мы проскользим дальше. И эта защита продолжается до раздатки. Это первое важное. Второе, важный параметр, это две мощных буксирных проушины, с помощью которых можно эту машину вытащить, если она застрянет, или с помощью этого тяжелого пикапа можно вытащить другую застрявшую машину. Что видно здесь спереди? Здесь находится мощный рычаг, он не кованый, он штампованный, но он сделан из толстого слоя металла. Над ним находится рейка, то есть она находится в таком месте, что она защищена от контакта с какими-то пеньками и ветками, она сильно выше рычага. Дальше мы видим очень мощную стойку стабилизатора, и уже за ней идет привод. Шаровая опора здесь, она сделана на болтах, то есть в случае повреждения, если в ней появится люфт, ее можно будет снять и отдельно от рычага поменять. Не надо будет менять весь рычаг. Сейчас я сделаю замеры обычных параметров, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Например, просвет под передним бампером в самом начале 43 сантиметра. То есть парковаться можно не то что к бордюру, можно каким-то высоким препятствием припарковаться, и машина не заденет. Сейчас под машиной находится покрышка 215/55/16. То есть ширина этой шины 215 мм, и машина как раз над ней проезжает. То есть штатный дорожный просвет под защитой 215 мм. Дальше можно измерить расстояние между шиной и крылом. Здесь почти 20 сантиметров. То есть вот здесь есть запас для огромного хода покрышек, а также сюда можно поставить шины чуть большего диаметра с грязевыми грунтозацепами. То есть МТ-шная шина сюда влезет. То есть получается, этот автомобиль уже готов к эксплуатации на бездорожье благодаря его трансмиссии. То есть все, что нужно сделать, это поставить грязевые шины, и можно ехать. Если есть желающие поехать через брод, то есть заготовка для того, чтобы установить шноркель. Воздухозаборник под капотом находится как раз с этой, с правой стороны автомобиля. Но если мы хотим на этой машине ездить по городу, для этого она тоже готова. 8-ступенчатый автомат, комфортный салон, огромный жидкокристаллический дисплей, электроусилитель руля, люк, климат-контроль. В общем, все те плюшки, которые мы привыкли использовать в городе, они есть. Парктроники с двух сторон, камеры кругового обзора. Все для города есть. То есть в городе эта машина не будет себя чувствовать каким-то динозавром посреди современного мира. Если мы едем по бездорожью, и нам надо перебраться через колею, или нам надо проехать по каким-то камням, через какие-то скалы, у нас есть важный параметр, это просвет под подножкой, не под рамой, именно под подножкой. 38 сантиметров в самой низкой точке. То есть это примерно там 37-39, вот где-то около того. То есть на машине можно спокойно перебраться через какие-то неровности, и она не будет цепляться порогами. Для этого есть подножка. Ну, естественно, рама и защита, которая под раздаткой, она висит немного ниже. Но мы говорим именно про боковой. Ход подвески мы уже измерили. Сейчас мы посмотрим в спокойном состоянии. То есть вот на дороге машина стоит на ровной. Какое расстояние от центра оси до арки? Здесь получается 56 сантиметров. Напомню, в самом высоком состоянии было 70 сантиметров. Ход у подвески огромный. Плюс от края покрышки до крыла здесь чуть меньше 20 сантиметров. И расстояние до крыльев тоже большое. То есть грязевые шины, как мы спереди выяснили, станут сюда без проблем. Расстояние под задним бампером, просто ради интереса измеряем. Здесь получается вот до кромки бампера 42 сантиметра. То есть съехать где-то с неровности, с какого-то камня, с какого-то бревна можно спокойно, мы не зацепимся. Но даже если мы зацепимся, то здесь не голый металл, а металл, который защитит пластиком сбоку и снизу. На эту машину можно устанавливать фаркоп, потому что машина прошла сертификацию для эксплуатации с прицепным устройством. И подъезжать к прицепу с помощью камеры заднего вида будет очень удобно, потому что можно сразу подъехать так, чтобы прицеп прицепить к фаркопу. Это был так называемый холодный тест, то есть я на этой машине до этого никогда не ездил, а сегодня первый раз сел за руль и поехал. И проехал по городу, мы проехали по трассе, я проехал по бездорожью. Мы проехали по кроссовой трассе, здесь была возможность испытать систему стабилизации. Что я могу сказать? Как эксперт с многолетним стажем, я скажу, что машина подготовлена для эксплуатации в России шикарно. То есть у нее и отлично работает климат-контроль, у нее мощный двигатель, по трассе она не спасовала. 8-ступенчатый автомат работает исключительно хорошо, то есть двигатель всегда работает в оптимальных оборотах. На бездорожье понижайка очень мощная. Можно с минимальной скоростью красться через колею или по бездорожью, по грязи. Так как шины у нас шоссейные, стандартные,
прям в полной мере оценить ее качество в глине не получилось, но даже то, что мы смогли сегодня испытать, говорит о том, что машина подготовлена для бездорожья по полной программе. Вы были на канале «Автомобильная столица Урала». Пикап Jack T9 находится в салоне в наличии во всех возможных цветах, которые выпускаются на заводе.